Анна Луиса прекрасный человек. Она медсестра, поэтому весь район часто обращается к ней за помощью. И муж у нее мастер на все руки, и дети приятные и воспитанные. Есть у меня, правда, одна страсть, но моих соседей она никак не смущает. Я люблю избивать людей. Добро пожаловать в Ла-Пас. Мы в Боливии. Это жизнь других. Ла-Пас – самый главный и самый известный город в Боливии. Он находится в кратере потухшего вулкана. Он находится на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Представляете? Люди на работу добираются по канатной дороге. Страдают от самого высокого уровня ультрафиолета. И, конечно, совсем не боятся высоты. Как живут самые обычные люди в городе, который находится над облаками. Сегодня я вам все покажу. Боливия известна на весь мир своей потрясающей природой, которая находится на огромной высоте. Здесь есть и головокружительная дорога смерти, и похожие на зеркала Солончаки, и, конечно, самое высокогорное озеро в мире – Титикака. В Боливии сохранилось огромное количество коренного населения – индейцев, гораздо больше, чем во всех остальных странах Южной, да и Северной Америки. Если бы я родилась в Ла-Пасе, я могла бы появиться на свет в семье индейцев Аймара, таких как Роли и Карен Флорес. Тогда бы я даже дома носила 6 юбок, а свою дочь назвала бы Тальяси, что означает «сладенькая». Если бы я все время носила традиционные юбки, меня бы назвали Чолита. И как Анна Мамани или Мария Чукемия в своей юбке я бы смело выходила на ринг и выдирала волосы своим соперницам. А могла бы и здесь стать телеведущей. Была бы как Джованна Чавес и вышла замуж за музыканта Уоллеси Бальяса. Тогда могли бы позволить себе оплатить детям детский сад и купить дом в модном районе. В Боливии сохранилось такое огромное количество национальностей, потому что они, как никто, сопротивлялись завоевателям. Они упрямо отстаивали свои традиции, свою культуру, одежду, блюда и ритуалы. Какой бы семье я ни родилась в Ла-Пасе, я бы точно не выходила из дома без солнцезащитного крема. Ла-Пас находится очень близко к солнцу, поэтому тут очень высокий уровень ультрафиолета. Но представляете, если во всем мире индекс ультрафиолета 11, и говорят, все, не выходите уже на солнце, уже нельзя, катастрофа, то тут средний 16. Причем и когда солнце, и когда пасмурно, и когда дождь, все равно один и тот же. Перед прогулкой мы обязательно наносим солнцезащитный крем на детей. Но при этом и родители обязательно обмазывают их с ног до головы перед тем, как отправить в садик. Я обгорел всего один раз в жизни. Самое смешное, что это случилось не в Ла-Пасе, а в городе на гораздо меньшей высоте. Интересно, а как с таким солнцем дети продолжают учиться? Ведь с такой погодой очень хочется прогулять школу. Вы знаете, в Боливии категорически учителям в школах запрещено кричать и прикасаться к детям. Если они не могут справиться с ребенком, надо позвонить родителям, и пусть те разбираются. Вот так. Есть устав, он официально принят и распространяется на все школы страны, по которому учитель не имеет права притрагиваться к ученику, повышать на него голос или даже разговаривать агрессивным тоном. И ученики об этом прекрасно знают. Да все равно они нас ругают, просто спокойным тоном. Большинство боливийцев предпочитают отдавать детей в государственные школы, ведь они абсолютно бесплатные.
Мой сын ходит в обычную государственную школу. Частная для нас слишком большая роскошь, но мы очень довольны. Обучение проходит на испанском языке, но по желанию можно учить и один из языков индейцев – аймара. Он в будущем обязателен для тех, кто хочет стать государственным служащим. Я решила заглянуть в один из классов, чтобы поговорить с детьми, на которых не кричат. А вам домашнего задания много задают? Да, иногда очень много. И вы сидите дома и учите, или вам родители помогают? Если мы сами не справляемся, родители чаще всего помогают. Мне помогает папа. Как интересно. А сколько тебе лет? 9. 9 лет, и у тебя ногти накрашены. Кто тебя красит? Ты сама красишь или тебе мама красит? Это мои сестрички и кузины. Они любят со мной играть. У нас есть форма, темные брюки, рубашка и свитер. И любая спортивная одежда, если есть физкультура, как сегодня. Девочки могут краситься, делать любые прически. Не запрещены ни татуировки, ни пирсинг. Можно смело сказать, что вся жизнь боливийцев проходит на высоте. Даже самые обычные повседневные вещи – все под облаками. Во всем мире люди пользуются общественным транспортом, правильно? Ну, трамваи, автобусы, маршрутки. Добираются на работу с пробками. Ну, господи, по 3-4 часа. У кого есть собственный автомобиль, конечно, им лучше, но все равно пробок им не избежать. А в Боливии есть общественный транспорт, в котором никогда нет пробок, не верите? Тут метро построили не под землей, а над землей. Вот так. Канатная дорога. Первый камень строительства системы канатных дорог был заложен в 2013 году. Первыми были 3 линии – красная, зеленая и белая. Это цвета флага Боливии. А теперь уникальный общественный транспорт Ла-Паса бьет мировые рекорды. Это самая длинная канатная дорога в мире. Она объединяет 10 линий и тянется на 33 километра. А второй рекорд – это количество людей, которые пользуются фуникулером каждый день. Это больше 500 000 человек. Нам нужно было решить проблему с перегруженностью дорог, ужасными пробками. Мы посчитали, что 1 километр канатной дороги будет стоить городу лишь 10% от стоимости метро. А 1 километр канатной дороги в Боливии стоил от 21 до 25 миллионов долларов, а 1 километр метро в Боготе обошелся колумбийцам в 200-220 миллионов долларов. Конечно, канатная дорога перевозит меньше пассажиров, чем обычное метро. Зато все люди сидят. К тому же это всегда какое-то необычное приключение. А стоит копейки. Разовый проезд 3 боливиано. Канатная дорога изменила жизнь многим людям. Я живу в пригороде. Раньше мне приходилось только 40 минут ехать к офису от автострады. А сейчас я там сажусь в кабину канатной дороги, и через 5 минут я на работе. Возле нашего садика есть станция канатной дороги, и очень многие родители ею пользуются. Добираются быстро и без опозданий. Как видите, боливийцы умеют эффективно решать проблемы. А если рационального решения не нашлось, всегда есть магия. Вы знаете, я всегда наивно думала, что для того, чтобы заработать себе на хорошее будущее, надо много учиться, потом много работать, не спать, постоянно думать над своим делом, заработать миллионы, дом, любовь. Ну, в общем, все это потом. Сначала нужно много-много трудиться. Но оказывается, нет, дорогие мои. Если вы хотите все это иметь, вам не нужно ничего делать. Вам нужно просто прийти на рынок в Ла-Пасе. И все у вас будет. И деньги, и муж. В конце января в Ла-Пасе проходит огромная ярмарка Аласитас, во время которой местные покупают амулеты. И это не просто украшения. Без этих маленьких амулетов вас ничего хорошего в жизни не ждет. Ну, рассказывайте, что у вас тут есть? Я смотрю, просто у меня аж глаза разбегаются. О, а что вот это у нас за пачечка такая? Это $1 миллион, потому что хотеть $1 миллион – это самое нормальное желание в мире. $1 миллион абсолютно нормально, я тоже так считаю. Вам повезло, обычно у нас их разметают просто за секунды, ничего не остается. То есть хороший амулет. А хорошо, и вот ты покупаешь такой амулет, и
ходишь так с ним или как? Нет, для амулетов есть специальная сумочка, и только в ней можно нести их домой. А дома вот этот вот миллион надо куда его надо поставить? Под подушку положить или куда? На кухню? Лучше положить в шкаф, но на видное место. Тогда амулет приносит максимально много денег. А сколько стоит вот купить миллион долларов? 60 боливиано. Мы верим в Элоситос, они нам помогают. Например, когда я была беременна, я мечтала о мальчике. И моя кузина мне подарила амулет на мальчика. У меня родился сын. Я в ответ подарила ей петушка. Он приносит женихов. И через год она вышла замуж. Ла-Пас – это город, который в самом прямом смысле находится в облаках. Некоторые районы построены на высоте более 4000 метров. Но цены здесь совсем не заоблачные, а очень доступные для туристов. А если вы воспользуетесь сервисом Aviasales, сможете сэкономить на билетах, при этом найти самые удобные для вас рейсы и отправиться в путешествие вашей мечты. У Риты есть амулеты для любых ситуаций, чтобы у вас появилась машина, дом, земля, хороший жених, ребенок, здоровье или деньги. Главное правильно выбрать желание. А что это за бумажечка вот эта? Это американская виза. Амулет американской визы? Скажите, пожалуйста, помогает ли вот эти амулеты, например, получить визу? Вот человек купил у вас амулет такой, пошел в посольство, и ему дали настоящую визу. Да, все это работает, я гарантирую. Многие люди, даже из других стран, возвращаются потом и благодарят меня. Маргарита, ну скажи, у тебя все есть? Ты покупала наверняка себе амулеты. У тебя вообще все есть. У тебя дом, миллион долларов, дети, здоровье, машина. Да? Все у тебя есть. Виза американская. Да, у меня есть все, о чем я мечтала. Я мечтала о сыновьях, чтобы они были здоровыми и успешными. Так и получилось. А миллион долларов и американская виза мне просто не нужны. Я и так счастлива. Вот так просто. Купил пачку фальшивых купюр, подул на них ароматным огнем, и все, ты миллионер. Я никогда не пропускал ярмарку. Мы все покупаем амулеты на машину, дом, здоровье, деньги. А ведь у нас все это есть. Совпадение? Не думаю. Да уж, от таких обещаний может и закружиться голова. Хотя у приезжих тут голова кружится совсем не от красоты. Присела отдохнуть немножко. Просто Ла-Пас находится на высоте 3500 метров. Честно говоря, с непривычки прям сложно. Я когда прилетела в аэропорту, прямо водитель встречает с баллоном, потому что людям может быть плохо с непривычкой. А местным нормально. Интересно, они такими рождаются или становятся? Я много путешествую из-за работы. Могу сказать, что в других странах дышится как-то иначе. Немного свободнее. Но в Ла-Пасе я не испытываю абсолютно никакого дискомфорта. Никакой горной болезни. Наши легкие больше, чем у других людей, которые живут не так высоко. Благодаря этому те, кто родился в Ла-Пасе, очень легко переносят высоту. Мы вдыхаем достаточно кислорода, чтобы хорошо себя чувствовать. Когда мы спускаемся вниз, у нас появляется лишь одна проблема. Мы сложно воспринимаем обычную для нас еду. Не можем есть привычные специи и жирные блюда. Действительно, горная болезнь проходит довольно быстро, за 2-3 дня. А дальше начинается самое приятное. На такой высоте наш метаболизм ускоряется. Поэтому, что бы мы ни ели, лишних килограммов не наберем. Более того, местные советуют есть больше шоколада и сахара. Поэтому давайте зайдем в гости к местной семье и посмотрим, что они едят и как они живут. Оля! Ой, я тут вас прям еле-еле нашла. Да, нашего дома нет на карте. Вообще половины домов здесь нет на карте. Но нас находят те, кому нужно. Ну, показывайте. Что у нас тут, кухня? На кухне семьи Флорес меня ждал огромный сюрприз. Это что, у вас обед бегает? Это домашний питомец нашей доченьки. Она очень хотела уточку, вот мы ей ее и купили. Серьезно? У меня у детей собаки, а у вас утка? Так, хорошо. Ну, у вас такая просторная кухня. Кто у вас готовит? Я.
В Боливии принято, чтобы жена полностью занималась домом. Убирала, готовила, стирала, ухаживала за детьми. А муж должен работать, но при этом обязательно находить время для общения со своей семьей. Я прошу прощения, а у тебя вот это вот, тут много юбок или что вот это такое, у тебя подъюбники? Вот почему они у тебя такие вот, у все женщины такие вот ходят? У меня 5 легких подъюбников и 1 верхняя юбка. То есть всего 6 слоев. Такая традиция. Так одевались наши женщины из поколения в поколение, и мы продолжаем. Эти юбки очень тонкие, легкие, удобные и красивые. Ну, тоненькая, да. Да. То есть там раз, это, подожди, ага, и 2, это, ага, и 3, и 4, и 5. Обалдеть. Каждые выходные мы обязательно видимся с родственниками. Это для нас очень важно. В такой день на еду мы будем тратить где-то 50 боливиано. А в обычный – 20. А вот за воду и свет платим где-то 1000 боливиано в месяц. И это при том, что горячей воды у семьи нет. Нет и бойлеров. Зато в стране, где, как вы помните, много солнца, горячую воду можно получать просто, оставив полные бутылки на крыше на целый день. Когда много путешествуешь, уже не мечтаешь увидеть новую страну. Хочешь просто выспаться, поэтому я выбираю Райтон. Райтон – это комплексное решение для спальни из натуральных материалов, как с точки зрения дизайна, так и качественного сна. Здесь есть мебель в любом стиле – скандинавский, минимализм, классика. Еще есть анатомические матрасы, пледы, постельное белье, подушки. Пожалуй, выберу подушку и теплый пледик к Новому году. А с промокодом Жанна20 можно получить скидку. Так, это у вас спальня, я правильно понимаю? На этой кровати спим мы с мужем и наша маленькая доченька. А здесь кроватка старшего сына. Но я никак не могла сосредоточиться на доме семьи Флорес. Внешний вид Карен так меня заинтриговал, что я все же решилась ее попросить об одолжении. Карина, а можно твою шляпу померить? Да, конечно. Класс, слушай. Ну что это за шляпа такая? Она же меня не держится. Что это? У меня такая голова? Капец. Ну ты понимаешь? Как она у тебя держится, Карин? Что это такое? Или она по размерам продается? Нет, ты просто должна уметь балансировать ее на голове. Так это осанка может быть, знаешь, сразу хорошая. Так, ну хорошо, все, возвращаю, классная шляпа. О, видишь? И не падает. Да, мы носим такие с детства, мы уже привыкли. Даже могу взмахнуть головой, и шляпа не упадет. Но есть шляпы высокие, а есть пониже у вас, я видела, да? Именно так, но низкие шляпы считаются сейчас не модными. С модной одеждой я разобралась. А как насчет модной еды? На свадьбах у нас принято пить очень много пива и есть только закуски. Чем больше пива, тем богаче свадьба. Я вряд ли выдержу такое сочетание даже на высоте, поэтому решила попробовать самую популярную уличную еду Ла-Паса – антикучо. Саночка, чао, ола. Сказали, что у тебя очень прям потрясающие антикучес. Да, тебя не обманули. Мы готовим антикучис здесь уже больше 100 лет. Бизнес начала еще моя бабушка. Мне сказали, что эти антикучесы вы готовите именно по вечерам. То есть какое-то вечернее блюдо, это правда? Антикучис можно есть когда угодно. Например, я люблю есть их на завтрак с чашкой кофе. Но вообще, да, покупают чаще вечером, поэтому нет смысла стоять весь день. Начинаем с 5 вечера и до полуночи. А расскажи мне, что это за блюдо? Оно же, ты понимаешь, все говорят, в Боливии надо обязательно попробовать это блюдо. Мы готовим его из говяжьих сердец. Немного масла, соли, огонь, вот и все. Главное здесь управлять огнем. Нужно быстро и хорошенько все прожарить, но чтобы мясо не обгорело. Ну и твои ресницы. Сколько у тебя за вечер покупают вот таких шашлычков? Ты считала когда-нибудь? Около 100 в день. А еще мы часто берем заказы на банкеты, свадьбы, дни рождения, юбилеи. Так что, давай попробуем. Знаешь, как сердце. Вкусненькое, не твердое. Такая понятная, хорошая еда. Действительно сытная, не жирная. Но боливийцы, которые заботятся о своей фигуре и здоровье, выберут другой местный деликатес – мясо ламы. В Боливии фермеры, да в принципе не только в Боливии, везде любят домашних животных, правильно? Здесь они предпочитают держать лам. Говорят, за ними ухаживать проще и легче, чем за коровами, представляете? И говорят, у них
мясо вкусное. Там много протеина. Не знаю, я не пробовала, знаете, так говорят. Но такая хорошенькая она. О, ушла, услышала про мясо, ушла, обиделась. В мясе ламы 24% протеина. Оно очень полезное и питательное. Прекрасное для здорового питания и любой диеты. На вкус оно как красное мясо, но при этом с очень низким уровнем холестерина. Я не решилась попробовать мясо ламы, слишком уж симпатичные животные. 1 килограмм стоит от 40 боливиано. Но любят его не только люди, но и хищники, которые живут в горах. За маленькими новорожденными ламами охотятся лисицы, но вот уже на больших нападают горные пумы. Много мяса нужно есть и девушкам-бойцам Чолитас. Чем любят заниматься женщины всего мира в свободное время? Ну, девчонки, вы же все знаете, правильно? Я не знаю, кулинария, шопинг, йога, дети, садоводство, вязание. Ну, господи, все наши любимые занятия. Здесь, в Боливии, тоже женщины все это любят. Плюс они очень еще обожают бои без правил. Ну, это вот, знаете, когда волосы выдергивают, руки ломают, вот это вот пендаля дают. Ах, как я вот это вот люблю, тоже так иногда хочется. Ну, нельзя. Идем посмотрим, что у них тут. Бои Чолитас – это одно из самых популярных развлечений боливийцев, которые каждые выходные собирают тысячи зрителей в разных уголках страны. Вход на мероприятие для местных стоит меньше $1. Для туристов немного дороже – 50 боливиано, хотя им за это полагаются самые хорошие места. А вот сами девушки получают за бой максимум $30. Так зачем они это делают? Скажите мне честно, вы, прежде чем выйти на ринг, вы договариваетесь, кто кого бьет, а кто падает? Нет, ни в коем случае. Но мы тренируемся до боя целую неделю и часто отрабатываем какие-то эффектные приемы или захваты, чтобы максимально удивить нашу любимую публику. Но деремся мы по-настоящему. Я видела, ты ее так схватила за волосы. Ты ее слегка схватила или прям сильно? Она делала это от всей души. Вот посмотри, у меня до сих пор выпадают клочья после нее. Вырвала волосы все. Ну а что делать? Иначе ведь не засчитают, такие правила. Покажи мне, как ты ее схватила. Покажи на мне. Говори. Нет, неподготовленному человеку нельзя. Покажи чуть-чуть. А, все, я поняла. О, Господи. Да я же не сильно. Хорошая. Слушай, у тебя рука такая, знаешь, Честное как... слово, я совсем чуть-чуть. Даже не на 5% да, своей конечно, силы. конечно. Боже мой, вот это производственная травма у меня, так сказать. В первую очередь мы тренируемся психологически. Мы должны быть очень спокойными, сосредоточенными, ни на секунду не забывать, что это не шутки. Затем мы работаем с тяжестями, тренируемся, чтобы легко поднимать соперниц. И тогда приступаем к тактическим занятиям, спаррингам и отработке движений. А вы за это деньги получаете? В этот спорт не идут ради денег. Мы пришли сюда из-за любви к этому зрелищу. Мы очень гордимся, что занимаемся боями, которые стали такими популярными в Боливии. Тех денег, что нам платят, хватит на какие-то приятные мелочи, но не на жизнь. Это зрелищный спорт, довольно опасное занятие. Получить травму на ринге очень легко. У нас нет страховки или какой-либо медицинской помощи. Мы должны быть осторожны и сами заботиться о себе. Что совершенно не мешало медсестре Анне выходить на ринг беременной. Да-да. Я дралась каждый раз где-то до 8-го месяца. А из декрета возвращалась через полгода. Но я все делала очень осторожно. Женщины Боливии действительно относятся к беременности и родам очень спокойно. Раньше почти все предпочитали рожать дома и сами, но сейчас в стране появляется огромное количество государственных больниц, где за роды женщины не платят ни копейки. Конечно, у нас есть и платные частные клиники, которые покрываются частной страховкой. Но я бы сказал, что больше 90% женщин рожают в государственных клиниках бесплатно. Уютная, светлая, просторная палата. То есть прекрасные условия для того, чтобы, как говорится, рожать и рожать.
Но местные женщины в Боливии, очень многие предпочитают все равно рожать почему-то дома, и они доверяют нетрадиционной медицине. Они, например, ну это мне рассказывали, чтобы вызывать роды, они натирают свой живот листьями коки или делают массаж живота. Конечно, такие услуги в больницах никто вам не будет предлагать, понимаете? Кому это нужно? Делать массаж живота кокой. Здесь все делают в семье. В своем маленьком селе так принято. Поэтому мы сейчас пытаемся максимально доносить информацию до будущих мам, что им доступны хорошие больницы, внимательные врачи, они могут совершенно бесплатно воспользоваться любыми новинками медицины. У нас есть закон. Беременная может получить деньги, если пройдет 4 плановых осмотра у врача. Ей заплатят 320 боливиано. А после рождения ребенка и до того, как ему исполнится 2 года, за осмотр ребенка у врача каждые 2 месяца семья получит 1500 боливиано. Свою первую дочь я действительно рожала дома, а вот 2 младших в государственной больнице. И я очень рада, что теперь у нас есть возможность рожать в таких прекрасных условиях и абсолютно бесплатно. А вот Джованна рожала в частной клинике. Может себе позволить. Джованна, моя коллега, и работает на телевидении в Боливии. Вместе с мужем, музыкантом и сыном они живут в одном из самых дорогих районов Ла-Паса. А как живут? Мы сейчас зайдем в гости и посмотрим. Дом у семьи большой и просторный. Из порога вы сразу попадаете в звукозаписывающую студию. Он тебе мешает жить своей музыкой или нет? Нет, мой отец тоже был музыкантом, поэтому я привыкла. Мне очень нравится, что у нас дома постоянно звучит музыка с самого утра и до вечера. Он постоянно играет на пианино и что-то сочиняет. Я счастлива. Ой, слава богу, что он не барабанщик. С работой мужа все понятно. А вот признаков профессии жены в следующей комнате я не нашла. Ты работаешь на телевидении, где телевизор? Телевизоры у нас есть, даже несколько. Но не в этой комнате. Это гостиная, где мы принимаем гостей, наших друзей и родственников. Здесь мы общаемся, поэтому мы считаем, что здесь телевизор абсолютно лишний. Ла-Пас считается дорогим городом, особенно если сравнивать его с другими городами Боливии. Например, снять квартиру вы здесь сможете за $300 в месяц, а за дом придется платить около 1000. Вы его купили или вы его снимаете? У нас разрешена и очень популярна система антикредита. Это значит, что мы даем большую сумму денег хозяину дома, он отдает нам дом. Когда мы выезжаем, он возвращает нам всю сумму. Так мы живем здесь уже 8 лет и даже решили этот дом потом выкупить. А вообще скажи мне, вот телеведущий, который работает 20 лет на телевидении здесь, в Боливии, хорошо получает? Мне же интересно. Это очень зависит от уровня профессионализма ведущей. У нас очень ценится опыт и образование. Есть девушки, например, модели, для которых телевидение просто игрушка, дань моде. Они обычно просто работают по бартеру, рекламируют какие-то вещи, и им платят копейки. Ой, знаем мы таких. Это, да, видишь, во всем мире одинаково, так сказать. Ла-Пас делится на районы, и в разных районах будет даже разная цена за коммунальные услуги. Например, сейчас здесь мы платим за воду от 200 до 300 боливиано в месяц. А раньше жила в районе Мирафлорес и платила всего 60-70 боливиано. Как видите, разница огромная. Мне еще, знаете, что сказали? Что в Боливии тут очень все суеверные. Вот вы верите в это? Тоже вот здесь вы ходите к шаманам, амулеты покупаете? Мы не просто верим. С нами такие вещи происходили. Когда нашему сыночку было около 3 месяцев, он внезапно чего-то испугался, лежа на спине. После этого он не мог спать, плакал, ворочался. Мы ходили к врачам, делали анализы, давали лекарства, чаи, но ничего не помогало. Анализы показывали, что с ним все в порядке. И тогда мы обратились к шаману. Он пришел к нам, провел ритуал, обратился к своему тотемному животному, и сразу же, понимаете, моментально ребенок успокоился. И с тех пор никаких проблем не было. Убедили, мне захотелось тоже встретиться с местным шаманом, чтобы понять, почему этим людям так верят здесь, в Боливии. Сесар как раз проводил ритуал благодарности Матери Земле, пережевывая листья коки. А как вот вы понимаете, вот вас вызывают люди и говорят, мой ребенок не спит.
И вот что вы должны сделать, чтобы его ребенок заснул? Вот как вы понимаете, что с ребенком? Нам все рассказывает мама Кока. Мы верим, что душа каждого человека состоит из 4 субстанций. И если вы чувствуете страх или боль, например, вы ударились, вы можете одну часть души потерять. Она улетает, и надо ее вернуть. Конечно, да. Я вот коленкой ударилась, болит у меня коленка. У меня явно что-то улетело. А вы когда-нибудь ошибаетесь в своих диагнозах? Редко, но может быть. Часто мы видим, что у человека серьезная болезнь. Тогда мы ни в коем случае не беремся ее лечить, а просим обращаться в больницу. Мы лечим лишь душу, возвращаем спокойствие и гармонию. Боливийцам удается совместить магию с профессионализмом. Так мама может лечить ребенка от заикания с шаманом, а меню составлять с нутрициологом, потому что в детских садах в Боливии детей не кормят. Родители привозят деток с 8 до 9 утра, а забирают с 12 до часу. Мы, воспитатели, приходим минут на 20 раньше, чтобы все подготовить для малышей. Месяц в садике стоит 1300 боливиано. И еще раз в год нужно заплатить 1600 боливиано за материалы, которые дети будут использовать в садике. В Боливии мамы мало кто может себе позволить отправить детей в детский сад. Дорого, понимаете? Поэтому и сидят с этими детьми своими до 7 лет дома. В хороший садик еще и сложно попасть. Нужно записываться хотя бы за год, то есть уже в середине беременности. Иначе мест просто не будет. Для нас садик – это недоступно по цене. Поэтому мои дети до школы будут дома со мной. Тем более, что всегда придут на помощь сестры, кузины, тети и бабушки. За наш садик мы платим 1500 боливиано в месяц. И да, для Боливии это много. Тем более, что садики здесь открыты всего полдня, а еду детям нужно давать с собой. Более того, родителям дают список продуктов и меню, составленное нутрициологом, чтобы они правильно могли продумывать блюда для детей. Но сами, все сами. Поэтому садики в Боливии – это чаще для тех, у кого и мама в семье работает. Но главное, что детей здесь любят. На них не кричат в садике, в школе и никогда не обижают в университете. Сейчас об этом расскажу немного подробнее. Я нахожусь в университете самом высоком в мире. Вы сейчас скажете, ничего подобного, мой университет выше. А я вам скажу, что он находится на высоте 4100 метров. Наверняка у вас был пониже. И еще дождь начался как раз в тот момент, когда я нахожусь в самом высоком университете мира. У нас государственный университет. У нас 65 тысяч студентов и 3000 преподавателей. За учебу за все время студенты не платят ни единого боливиано. А вот частный университет в Боливии будет стоить около 20-30 тысяч долларов за все обучение. Но интересно не это. Дело в том, что университет Эль-Альто функционирует как маленькое государство. У нас есть как бы свой парламент. Это управляющий высший совет. Половина его членов – преподаватели, а вторая половина – студенты. Они могут выносить на рассмотрение важные решения и голосовать. Мне сказали, что у вас есть такой студенческий совет в университете, который может решать, что именно преподаватель нравится, не нравится, и даже вы можете проголосовать, чтобы уволить преподавателя из университета. Я тоже училась в университете, но не представляю, чтобы студенты решили, что увольняем Галину Петровну. Такого не было? Бывает, что кто-то из преподавателей не устраивает студентов, например, своей манерой обращения, подачей информации или какими-то поступками. Мы имеем право обратиться в совет, чтобы его нарушения рассмотрели. И были такие случаи, когда вы решили, что надо убрать этого преподавателя из университета. Были? До исключения пока не доходило, но против преподавателей принимали санкции. Их наказывали. Если бы стоял вопрос о том, чтобы выгнать профессора, тогда бы голосовали абсолютно все студенты и его коллеги. Мы относимся к преподавателям с такой же строгостью, как и к студентам. Им также недопустимо грубить, сквернословить, употреблять спиртные напитки или применять силу. За такие нарушения мы будем исключать и студентов, и профессоров без права возвращения в наш университет. Но нужно сказать, что студенты оправдывают такое доверие. Ребята здесь очень серьезные и целеустремленные.
У меня нет времени на отдых или на развлечения. Я много учусь, а утром и вечером подрабатываю. Сейчас я работаю в столярной мастерской, а раньше был и строителем, и электриком. Образование дает возможность таким молодым людям, как Эдди, получить хорошую работу или построить карьеру там, где они уже работают. Например, на строительстве. Я бы сказала, что почти все мужчины, которых я знаю, работают строителями. Это одна из самых востребованных и популярных профессий, особенно среди Аймара. С 2006 года у нас начался настоящий строительный бум. Ла-Пас расширяется, модернизируется, стройка на стройке. Раз строительство так популярно в Ла-Пасе, почему бы и мне на стройку не сходить? Заодно вспомню свое первое образование. А какой у вас тут рабочий график? Со скольки до скольки вот стройка у вас идет? Мы приходим на работу без 10:08. И у нас есть такая традиция. Мы собираемся все вместе, общаемся, обмениваемся новостями и жуем листья коки для бодрости. А ровно в 8 приступаем к работе. Да, такому меня на инженерном не учили. А что это за традиция? Ну это кто-то где-то пьет кофе, да, вы жуете листья. Ну, хорошая традиция. Мы получаем зарплату немного выше средней, поэтому работа строителя очень востребована. Если грамотно распоряжаться деньгами, можно накопить и на дом, и на машину. Минимальная зарплата до 2005 года у нас была 2164 боливиана, но сейчас с каждым годом она поднимается хотя бы на несколько процентов. Я не работаю, а мой муж строитель. Нам на все хватает, и мы немного откладываем на дорогие бытовые вещи, подарки родственникам или развлечения. Индейцы Аймара считаются самыми лучшими каменщиками. Ведь только они знают, как правильно работать с постройками в высокогорной Боливии. И я сейчас не говорю о каких-то технических тонкостях. Мне сказали, что когда вы заканчиваете строительство, вы делаете какие-то обряды, чтобы там, я не знаю, дом не обвалился, не дай бог, чтобы штукатурка не свалилась, чтобы канализация работала. Это правда? Да, но не в конце, а наоборот, в самом начале. Когда мы закладываем фундамент и работает экскаватор, мы приносим подношение Матери Земле. Для этого собираются абсолютно все работники. Затем повторяем этот ритуал каждый год на карнавал. Таким образом, наша стройка охраняется от поломок, несчастных случаев и любых неприятностей. И, как правило, все хорошо. Именно так, понимаете, работникам нужны эти ритуалы, традиции. Они дают им спокойствие, уверенность в своих силах, в том, что они делают. И таким образом у нас все проходит спокойно и гладко. Жизнь Райми Васкес Куиса тоже прошла довольно спокойно и гладко. Жена Сусана практически всегда была рядом с ним. Оба они уже давно воспитали всех своих детей, помогают с внуками и вышли на пенсию, хотя Сусанна до сих пор ведет свой небольшой бизнес. Вы давно на пенсии уже? 20 лет уже. Я вышел на пенсию в 55. А тут в Ла-Пасе так рано выходят люди на пенсию? Да, раньше так было. Сейчас пенсионный возраст вырос до 65. Так вам повезло. Нет, я так не считаю. Раньше у меня была хорошая зарплата, а теперь я получаю только 60% от нее. 5000 боливиано. Лучше бы я ходил на работу. Пенсионер может получать пенсию в размере от 560 боливиано до 10 тысяч. Это, конечно, в первую очередь зависит от размера зарплаты человека и от стажа его работы. А вообще вот Ла-Пас, не знаю, 50 лет назад, 60 лет назад и сегодня – это два разных места? Очень изменился. Раньше это был полный хаос, государственный переворот за переворотом. А последние 30 лет все успокоилось. Мы стали нормально жить, думать о будущем. Мне показались боливийцы людьми очень добрыми, очень спокойными, очень радужными. Вот такое ощущение, что им как будто всего хватает. То есть, а на самом деле, вот какие они? Мы добрые, особенно в последнее время. Хотя когда-то в селах и была популярная поговорка: если муж не бьет жену, он ее не любит. Родственники даже могли его за это критиковать. Вот тебе и милые добрые боливийцы. Как говорится, в тихом омуте. Мы очень эмоциональные, поэтому можем ругаться. Но знаете обычно из-за чего? Из-за политики. А если бы у вас была сегодня возможность, вот сегодня такие, как и вы есть, сказать что-то вот себе молодому,
Что бы вы пожелали ему, от каких ошибок, может быть, хотели бы уберечь? Я скажу так, ошибки – это часть нашей жизни. Не надо их бояться. Ваши ошибки забудутся, а вот опыт и мудрость останутся с вами навсегда. Самое главное в жизни – это заботиться о семье, о детях, о внуках. Особенно о внуках. У нас говорят, что внук – это вдвойне твой сын. В Боливии верят, что твоя семья тебя никогда не бросит. Бабушки и дедушки остаются твоими ангелами-хранителями даже после смерти. Здесь верят, что душа не уходит навсегда. Она просто отправляется в путь и часто возвращается. День мертвых, в отличие от других культур, здесь длится не день-два, а с ноября по февраль. Считается, что умершие родственники приходят в это время, чтобы помочь своей семье, охранять ее, принести немного счастья и мудрости. Поэтому хоть местный традиционный праздник черепов, когда семья аймаров выносят черепа своих ушедших родных и украшают их цветами, кажется иностранцам пугающим, для местных это светлый праздник, когда они воссоединяются с духами своей семьи. Вера местных людей в магию может сперва показаться очень наивной, но иногда эти колдуны в ярких костюмах и правда говорят очень правильные вещи. Я бы хотел посоветовать вам остановиться и задуматься. Мы живем слишком быстро, на нас оказывают слишком много давления. Мы забываем о нашей матери, о земле. И чтобы остановить нас, она посылает нам и болезни, и катаклизмы, землетрясения, и торнадо. Ищите гармонию, цените то, что у вас есть. Попытайтесь соединиться с природой, и она ответит вам взаимностью. Коренные жители Боливии столетиями поклонялись Матери Земле. Они всегда верили в чудо и при этом отчаянно боролись за свою культуру. Самое главное для них – это семья. Каждый из них с уверенностью заявляет, что все его желания исполняются. Как так получается? Дело не в амулетах. Просто боливийцы загадывают очень простые и понятные желания, которые делают их знаковыми. Простой домик, хоть какая-то машинка, а главное – счастье для своих детей. И секрет в том, что все эти желания они могут исполнить сами. Боливия очень необычная страна. Город Ла-Пас находится так близко к небу, что тут постоянно чувствуется какая-то магия. Женщины носят яркие юбки, в которых могут спокойно подраться. Учителя боятся поднять голос на учеников, а врачи всем советуют есть побольше сладкого. А сами местные постоянно улыбаются, ведь с такой высоты им очень хорошо видно. Не стоит расстраиваться из-за пустяков. Ведь самое главное в жизни – это… Здоровье. Любовь, твои дети и родители. И внуки. Хорошая и сытная еда. Гармония с природой. Здесь все верят в амулеты, магию и шаманов. Возможно, это наивно и несовременно. Но согласитесь, если искренне ждать чуда, оно ведь обязательно придет. Разве нет?